Снаряд попал в пятерочку. Из-за пожара на нефтебазе перекрыли дороги. Участник войны избил сотрудника Аэрофлота. Это новости на Ходорковский лайв. Ставьте лайк, подписывайтесь. В Воронежской области мощный пожар на нефтебазе. Ее атаковали украинские дроны накануне вечером. Огонь до сих пор не могут потушить. Движение в ее районе перекрыто. Сильно бахало? 3 раза. 3 раза бабах. Автомобилистам рекомендуется избегать поездок в направлении Лиски-Давыдовка-Капанище или искать пути объезда. На месте работают сотрудники ДПС. Огнем охвачено несколько цистерн. Базу тушат в том числе пожарные поезда и сотрудники МЧС из соседних регионов. По данным главы Воронежской области, никто не пострадал. Украинские военные подтвердили атаку. Генштаб ВСУ сообщает о попадании в цель не менее 3 беспилотников. По данным украинской стороны, на нефтебазе хранилось горючее, которое использовалось в том числе для обеспечения потребностей российской армии. Снаряд залетел в пятерочку в Тамбовской области во время ночного налета беспилотников. Об этом сообщает телеграм-канал «Осторожно, новости». По его данным, это произошло во время работы ПВО. Магазин находится в городе Котовск, где возможной целью украинской атаки был пороховой завод. Через дорогу от пятерочки располагается здание администрации. Снаряд попал в магазин через окно, повредил стены и помещения. А столицу Украины атаковали российские дроны. В день визита сразу 2 высоких дипломатических гостей. В Киеве сегодня премьер-министр Великобритании Кир Стармер и министр обороны Италии Гвидо Крозетта. По данным мэра Киева Виталия Кличко, обломки дронов повредили автомобиль в одном из районов города. Спецслужбы предотвратили теракт в подмосковной школе. Об этом со ссылкой на силовиков пишет издание «Московский комсомолец». По его данным, 16-летний подросток готовил нападение на учебное учреждение в городе Реутов. Госагентство ТАСС пишет, что ранее он, цитата, «вступил в структурное подразделение международной террористической организации, деятельность которой запрещена на территории России». Конец цитаты. Подросток задержан. По данным МК, он гражданин Таджикистана без регистрации в России. Близкие к силовикам телеграм-канала Мэш и База утверждают, что подозреваемого зовут Руслан С. При задержании силовики обнаружили у него 3 ножа и, цитата, «множество записей, имеющих доказательное значение». Конец цитаты. Факт задержания и возбуждения уголовного дела по статье об участии в деятельности террористической организации подтвердили в подмосковном СК. Участник войны устроил смертельное ДТП в Новосибирске. Его задержали за дезертирство. Авария произошла 11 января. По данным местного ГИБДД, водитель BMW X5 не справился с управлением и врезался в столб. 26-летний пассажир погиб. Еще 2 17-летних пассажирки попали в больницу, они в коме. Телеграм-канал «Экстренная НСК» утверждает, что водитель – участник войны в Украине. Сибирь Реалии приводит имя предполагаемого виновника ДТП Денис Громов. Ему 40 лет. Громов попал на фронт из колонии, где отбывал срок за убийство жительницы Новосибирска. Сейчас он арестован по подозрению в дезертирстве и вымогательстве денег у военных. А в Шереметьево участник войны в Украине напал на сотрудника Аэрофлота. Утром неизвестный мужчина зашел на территорию для персонала и ударил работника авиакомпании в лицо. По данным телеграм-канала «Осторожно, новости», пострадавший госпитализирован с переломом носа и черепно-мозговой травмой. Очевидцы говорят, что нападавший объяснил свои действия посттравматическим стрессовым расстройством после войны. Мужчину задержали полицейские. Россия может оплатить Приднестровью закупки газа из Европы, сообщает «Коммерсант». Москва рассматривает возможность поставок путем закупки газа на европейском спотовом рынке с помощью компании-посредника, а не через турецкий поток, как предполагалось ранее. Расходы в этом случае, вероятно, будут компенсироваться российским бюджетом, пишет «Коммерсант». При этом закупка газа с января по апрель может обойтись в 164 миллиона долларов США. Представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил готовность России помочь с газом Приднестровью. Однако для этого необходимо участие Молдовы, добавил он. Москва будет готова и готова оказывать помощь Приднестровью. Вместе с тем, чисто логистически, конечно, здесь должны быть предприняты действия, которые обеспечивают подачу газа и контрактование со стороны Молдовы. Здесь пока мы не слышали каких-либо заявлений о готовности это сделать. Израиль и движение «Хамас» договорились о перемирии с 19 января. Об этом объявил премьер-министр Катара, который выступал посредником на переговорах. Десятки тысяч израильтян и палестинцев вышли праздновать это событие на улицы своих городов. При этом часть демонстрантов была недовольна сделкой. Прекращение огня в Газе на первом этапе будет действовать 42 дня. Йеменские хуситы заявили, что тоже прекратят обстрелы Израиля, а Израиль, в свою очередь, отведет войска из густонаселенных районов Газы. Кроме того, «Хамас» освободит 33 израильских заложника. Израиль несколько
несколько сотен палестинских заключенных. Сегодня Израиль успел обвинить Хамас в срыве мирного соглашения. Канцелярия премьер-министра Биньямина Нетаньяху заявила, что Хамас отказался от некоторых пунктов соглашения. Об этом пишет Times of Israel. После этого официальный представитель Хамас заявил, что группировка, цитата, «привержена соглашению о прекращении огня в Газе», передает Аль-Джазира. Спасатели поймали императорского удава в одной из московских гостиниц. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности. Как уточняется, удав не пострадал. Пятнистая змея, не зарегистрировавшись по правилам гостиничных услуг, заняла один из номеров. По прибытии спасатели в средствах индивидуальной защиты аккуратно поймали рептилию, которая оказалась императорским удавом. По признанию самих спасателей, присмыкающаяся на протяжении всей операции сохраняла по-настоящему королевское спокойствие и совершенно не сопротивлялась своему перемещению. Это все важные новости к этому часу. Не забудьте поставить лайк этому ролику, так его увидит больше людей. Подписывайтесь на нас в Ютубе, а также в Телеграме. Так вы сможете сохранить с нами связь даже в случае полной блокировки YouTube в России. В студии для вас работала Екатерина Воропай. Берегите себя, смотрите другие наши видео и до встречи!